Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, как получать максимум молока из свежей травы. Лето – это пора большого молока, благодаря зеленым кормам. И даже если в этот период корове дополнительно вообще ничего не давать, то молока все равно будет намного больше, чем в любые другие периоды. Это понятно. Но хочется же получать по максимуму. Как этого достичь? Рассмотрим все по порядку. Общеизвестный факт, что чем больше зеленых кормов скармливается животным, тем выше их продуктивность, хорошее качество продукции, лучшее здоровье коровы и воспроизводительные способности, а продукция получается более дешевой. И хотя питательность зеленых кормов относительно невысокая, всего лишь 0,15-0,25 энергетических кормовых единиц в 1 килограмме корма, да и клетчатки в молодой траве тоже достаточно мало, но они очень богаты на сырой протеин, витамины и безазотистые экстрактивные вещества. Содержание питательных веществ зависит от вида растений, фазы вегетации и климатических условий. Количество молока зависит от достаточно многих факторов. Но, наверное, один из самых основных факторов – это переваримость корма. То есть, чем больше корова съест корма, чем быстрее он переварится, и чем больше питательных веществ всосется в организм коровы, тем больше молока и получится. Протеин зеленой массы усваивается на 50-70%, жир на 40-70%, клетчатка на 50-60%, безазотистых экстрактивных веществ на 70-80%. Зеленые корма с удовольствием поедаются животными. Корова при хорошем травостое может съесть на пастбище 60-75 кг зеленой массы. Ни один другой корм не имеет таких высоких показателей. Протеин зеленых кормов характеризуется полноценным аминокислотным составом. В нем в достаточном количестве содержатся все незаменимые аминокислоты, что положительно сказывается на росте и развитии животных. Также зеленые корма позволяют повысить резистентность организма и продлить срок хозяйственного использования животных. Но среди большого множества преимуществ следует помнить и о ряде отрицательных факторов. Это низкое содержание клетчатки в начале пастбищного сезона, сахаров и сухого вещества. Питательная ценность трав в течение летнего периода подвержена значительным колебаниям. Также следует помнить, что в протеине молодых зеленых растений содержится много амидов. Из амидов особую опасность для коров представляют нитраты и нитриты. Высокие дозы азотных удобрений на злаковых травах способствуют накоплению избыточного количества нитратов. Нитраты образуются в скошенных растениях, если они сложены в кучи и начинают разогреваться. При недостатке в рационе коров легко переваримых углеводов нитриты неблагоприятно влияют на молочную функцию и использование каротина. Дефицит клетчатки, особенно лигнина, в молодой траве снижает интенсивность слюноотделения, приводит к закислению рубцового содержимого, угнетению микрофлоры, нарушению моторики пищеварительного тракта. Недостаток клетчатки отрицательно сказывается и на синтезе уксусной кислоты, что приводит к снижению жирности молока. При недостатке в траве клетчатки и при скармливании коровам бобовых трав до фазы цветения у коров часто возникает тимпания, ускоряется образование газов, закупориваются выходы из рубца, происходит вздутие и расстройство пищеварения. Также затрудняется отрыжка. Поэтому нельзя скармливать бобовые травы натощак сразу после дождя, покрытые обильной росой и согретые в куче. Не рекомендуется поить коров сразу после кормления. В весенний период, во избежание расстройств пищеварения и снижения молочной продуктивности, коров необходимо переводить с корма зимнего рациона максимально плавно. Перестройка рубцового пищеварения на потребление пастбищной травы полностью завершается в течение 3-4 недель. Поэтому сокращение зимних кормов и замена их зелеными кормами осуществляется в течение не менее 15 дней. Пастьбу коров первые 2 дня проводят не более 2 часов. В последующие дни продолжительность увеличивается на 1 час ежедневно. Утренняя подкормка грубыми и сочными кормами ежедневно снижается процентов на 7-10. Это обусловлено тем, что микрофлора рубца перестраивается на переваривание новых видов кормов в течение 25-28 дней.
Несмотря на хорошую переваримость органического вещества 75-78%, зеленая масса не может быть единственным кормом для высокопродуктивных коров. Из-за большой влажности и низкой концентрации энергии и питательных веществ в единице массы за счет травы они потребляют только 7-9,5 кг, ну иногда 11 кг сухого вещества, тогда как им требуется 20-25 кг сухого вещества. Кормление коров необходимо контролировать как по уровню энергии в рационах, так и по сухому веществу. На каждые 100 кг массы животным необходимо 3-4 кг сухого вещества корма, в котором должны содержаться от 22 до 25% клетчатки. Чем выше удои коров, тем больше энергии должно быть в 1 кг сухого вещества рациона. Как уже говорилось, зеленый корм беден структурой, но богат сахаром и сырым протеином. Расщепление сырого протеина в рубце очень высокое, 85-90%. В этом случае необходимо было бы дополнительное обеспечение энергией. Потребность в энергии определяется содержанием сухого вещества, которого в молодой траве, как я уже сказал, недостаточно. Так, скармливание 65 кг травы с влажностью 85% обеспечивает суточный удой 10 кг, тогда как при влажности 75% это уже 16 кг. Поэтому корма дополнять концентратами. Грубыми кормами рекомендуется при высоком качестве зеленых кормов скармливать коровам концентраты из расчета 400 граммов на каждый килограмм молока, надоенных сверх 15 килограммов. А при низком качестве кормов подкормку концентратов начинают с удоя 5-7 килограммов молока в сутки. При недостатке легко усвояемых углеводов в рационы коров вводят корнеплоды, злаковые зерновые, проводят осолаживание кормов, увеличивают в рационах долю сенажа и сена, заменяя ими часть силосованных кормов, бедных сахарами. Количество концентратов должно быть увязано с пастбищным кормом и его долей в рационе. Чем выше доля пастбищного или зеленого корма в рационе и чем выше количество этого корма, тем меньше концентратов должно включаться в рацион. В противном случае корова неизбежно получает закисление рубца. Также и с экономической точки зрения высокое использование концентратов при выпасе нецелесообразно, так как это ведет к существенному вытеснению пастбищного корма из рациона. Летом, когда используются богатые протеином зеленые корма, комбикорма для коров должны содержать меньше протеина, чем зимой. В жаркую погоду, более 25 градусов, поедаемость кормов у коров снижается, поэтому для обеспечения суточной потребности в питательных веществах их концентрацию в сухом веществе рациона повышает на 7-20% за счет увеличения концентратов. В летний период хороший эффект дает скармливание коровам по 1,5 килограмма сена или по 5-6 килограммов сенажа дополнительно к зеленым кормам. Это нормализует пищеварение, положительно сказывается на молочной продуктивности и жирности молока. При отсутствии грубых кормов корове можно давать предварительно проверенную траву. А вообще высокопродуктивные коровы должны обязательно получать подкормку грубыми кормами в течение всего пастбищного периода. Для предупреждения снижения жирности молока при низком уровне клетчатки в рационах из травы пастбищ в концентраты можно добавлять ацетат или диацетат натрия в расчете 250-500 граммов на голову. Для нормализации микробиологических процессов в рубце скармливают углеводистые энергонасыщенные корма. Дерть ячменную, овсяную, кукурузную. Можно также давать жом свекловичный сухой. Усвоению протеина зеленых кормов также способствует дача патоки по полкилограмма-килограмм на голову в сутки. С учетом особенностей летних рационов патока в этот период даже более эффективна, чем зимой. Следует помнить о достаточном количестве поваренной соли в рационе коровы. Потребность поваренной соли летом выше, чем зимой. Потребность в ней за счет травы удовлетворяется всего лишь на 10-15%. Это вызывает снижение синтеза бикарбоната натрия в слюне. Содержимое рубца закисляется, снижается переваримость, аппетит, происходит расстройство пищеварения, падает продуктивность. При значительном избытке калия норма поваренной соли высокопродуктивным коровам может быть увеличена до 150, даже до 190 грамм в сутки. При
пастбищном содержании, прежде всего весной и осенью, особое внимание следует уделять обеспечению магнием, так как недостаток магния в это время ведет к появлению пастбищной кетонии. Для устранения дефицита магния и нейтрализации избытка калия коровам с комбикормом весной при похолодании в дождливую погоду дают на одну голову в сутки по 50 грамм окиси или по 100 грамм карбоната магния. Хотя надо помнить, не только магний, а надо принимать в расчет потребность коровы и в других минеральных веществах и микроэлементах во время пастбищного периода, независимо от физиологического состояния и уровня продуктивности животных. Наибольший эффект дает использование комплексных минеральных добавок, содержащих наряду с микроэлементами соли, микроэлементов таких как цинка, меди, кобальта, марганца, йода, селена. Правильное балансирование рациона коровы, основу которого составляют зеленые корма, концентрированными кормами и минеральными добавками позволят вам значительно увеличить производство молока. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!